Всем огромнейший привет! У меня есть идея создавать на канале списки хороших продавцов и плохих продавцов. У многих сейчас возникнет вопрос, зачем мне это надо и зачем я сам себе создаю конкуренцию. Сразу отвечу на второй вопрос по поводу конкуренции. Я считаю, что конкуренция, она имеет место быть. И если есть конкуренция, у кроликовода есть мотивация стремиться к чему-то лучшему, усовершенствоваться, да, так скажем, в кролиководстве. Вот. Что касается того, зачем мне это надо, я это делаю не для себя, я это делаю для вас, чтобы вы не сидели на сторонних каких-нибудь сайтах, на каких-нибудь типа Авито, не искали себе кроликов и не, ну так скажем, не гадали на кофейной гуще, а хороший кролик или плохой кролик, куплю я настоящего того же французского барана или помесного, и чтоб такого не происходило, да, вот и будут создаваться такие списки. Я уже приблизительно придумал, как они будут называться, но все-таки нужна ваша помощь, да, может что-нибудь такое креативненькое и придумаете. Я назвал белый список кролиководов и черный список. Если у вас есть какие-то хорошие идеи, лучше, чем мои вот эти названия, да, списков, ну, пожалуйста, предлагайте в комментариях. Вот. Как будут проходить критерии в белый список этих кролиководов? То есть первое и самое основное, это кроликовод должен быть максимально честным, то есть не замешан ни в каких-либо махинациях по обману покупателей. Это самый основной критерий. Второй критерий — это знание кролика, знание товара, так скажем, да, ну если человек продает кролика, соответственно, это товар. Вот, он должен о нем знать, ну, много информации, так скажем, ну, либо хотя бы элементарной информации. Иногда бывает так, что спрашиваешь, у кого брали кроликов, не знаю, там вот у кого-то в городе. То есть это не информация о кролике, как бы, да, а люди из этого списка могут вам сказать, куда? Могут вам сказать, откуда данный кролик приехал, родителей кроликов. Ну, вот такая вот информация. Также особенно будет полезно для новичков. Эти люди могут рассказать о содержании, об уходе, о кормлении кроликов. Также буду по максимуму собирать о продавцах информацию, город, в котором они проживают, контактные данные, информацию о тех породах, какие они держат. Также буду просить у них видео коротенькие о содержании кроликов. То есть не просто на моих словах, да, что я буду говорить, что вот есть такой-то, такой-то человек, держит такую-то, такую-то породу, а вы воочию можете посмотреть содержание кроликов. Если вам понравится, то вы можете приобрести. Если не понравится, ну, содержание кроликов неприемлемо для вас, ну, пожалуйста, можете и не приобретать. Еще один аспект, который заставил меня делать такие списки. Люди, когда обращаются ко мне, хотят купить кроликов, да, я живу в Иркутске, но, к примеру, люди живут где-нибудь в Дагестане, в Карачаево-Черкесии, то есть расстояние очень далеко, и порой стоимость доставки в разы больше, чем сам кролик. Ну, то есть невыгодно брать, да, не каждый может заплатить и за кролика хорошие деньги, ну и также еще больше хорошие деньги за доставку. А так человек посмотрел людей из списка, возможно, эти люди находятся где-то от него рядом, зачем, например, он будет переплачивать, тратить деньги, а он может купить у того человека из списка, который находится поблизости, как вариант, да, хороший такой. Но хочу предупредить сразу людей, которые будут находиться в белом списке, если, не дай бог, у вас возникнет соблазн обмануть покупателя, да, вы автоматически будете попадать в черный список, из которого, к сожалению, уже, ну, вот, не выбраться. То есть это будет, так скажем, черная меточка вам в ваших продажах, да, в вашем ведении кролиководства. Что касается черного списка, ну тут в принципе все понятно. То есть в этом списке будут люди, которые обманывают покупателей, да, неоднократно. То есть
Ну вот для этого я и как бы и создаю вот эти списки, да. Кто смотрел мое предыдущее видео, где Елену обманул Иван, да, который подменял своих кроликов. Да много вот таких вот случаев, когда продавцы пользуются невнимательностью, пользуются неопытностью начинающих кролиководов, всячески их обманывают. Как бы, но многие об этом молчат, они будут в этом списке. Пусть им будет стыдно, так скажем. Многие люди будут их уже знать, не будут брать у них кроликов. И, ну, тем самым мы, так скажем, нанесем ущерб их бизнесу, нечестному, да, так скажем, бизнесу. Но хочу еще сказать вот такую вещь. Люди не попадут в черный список, если они, ну, к примеру, продали кролика. Ну, кролик это кролик, да, я уже говорил, что это хрупкое существо, и стопроцентной гарантии, да, кролику дать никто не может. Ну, случилось с кроликом что-то, да, и если человек, продавец, идет на уступки, либо меняет кролика, либо отдает деньги, то он не попадает в этот черный список. То есть это можно считать честный продавец, да. Ну а если человек будет всячески отпираться, говорить, вы сами там виноваты, там и так далее и тому подобное, я вам отправил хорошего кролика, а на следующий день у него якобы вылезли сопли, ну не якобы, а вылезли сопли, ну соответственно кто здесь виноват? Естественно, это вина продавца, то есть за сутки там сопли не вылазят. Вот, и если человек не осознает свою ошибку, соответственно, он будет в черном списке. Ну вот, как бы вот такая вот идея у меня возникла. В комментариях напишите, поддерживаете ли вы меня, да, в моем начинании, да, потому что я это делаю ради вас. Вот, чтобы вы знали, где можно приобрести хороших кроликов, и чтобы вы не попадались на обманы людей, которые будут в черном списке. То есть мы их будем полностью игнорировать. Список будет постоянно пополняться. Это не значит, что в одном видео я соберу всех кролиководов, хороших кролиководов, их очень много, и порой многие люди просто о них не знают. Да, мы знаем там 5-7 кролиководов таких известных, да, и все стремятся к ним, а рядом за стенкой, возможно, кроликовод, про которого мы не знаем, с достаточно хорошими кроликами, вот и хороший продавец, честный продавец, да, мы вот таких вот будем искать, таких будем вылаживать. Вот, еще раз повторюсь, напишите в комментариях, как вы считаете, хорошая эта идея, да, чем я хочу вот сейчас вот заняться, публиковать вот такие списки на своем канале, или вы считаете, что это, ну, ни о чем, да, как бы. И еще, если у вас есть какая-то история, да, там можете писать мне в Telegram, либо в WhatsApp. Номер телефона я оставлю в закрепленном комментарии под этим видео. Делитесь со мной историями о плохих продавцах и о хороших. То есть и тех мы должны знать. Одних мы должны знать хороших продавцов, что у них можно покупать и не бояться. А вторых, о плохих продавцах мы 100% должны о них знать, чтобы не нарваться, да, и предупредить людей, чтобы у них никто не покупал. На этом все, друзья. Пока-пока.